Привет, мои уважаемые друзья, мои дорогие люди. Здесь, на этих картах Таро, мы разберем с вами такую тему. Нужны ли вы мужчине, вашему партнеру? Как изменилось его отношение к вам? Нужны ли вы ему сейчас, в тот момент, когда вы нашли это видео? Его отношение к вам на сегодняшний день. Нужны ли вы ему? И здесь заговоренные шишки, такие необычные, совершенно потрясающие шишки. Я их заговорила на любовь. Шишки еловые, шишки сосновые. Всю боль заберут и любовь в дом вернут. А вы скажите своими словами, если хотите воспользоваться заговором. Итак, это у нас языческие коты. Потрясающая совершенно колода. Одна карта задержалась. Это карта маг, мои дорогие. То есть мы сразу видим, что отношения могут продолжаться, могут быть очень удачными. Это карта лидера. Может быть, у некоторых пар он и вы оба лидера, поэтому вам очень трудно друг с другом, и эту карму нужно пройти, научиться взаимодействовать. С мужчиной будет встреча, если вы спрашиваете, потому что розы – это символ встречи и любви. Жезл – это символ страсти, чаша – это символ эмоций, любви, тепла, именно теплых отношений. Даже родственных, я бы сказала. И пентакли – это символ денег в отношениях, потому что бытовые аспекты никто не отменял. Так. Вы спросите, загадайте своего человека. Это мой авторский метод сказать свое имя своим голосом в начале расклада. Если вы хотите для себя получить особенное откровение и чтобы расклад начал разговаривать с вами, да? Я долгое время делала людям мантры, потом мне было откровение, что свое имя сказано собственным голосом, это и есть самая лучшая мантра. Но это чисто мой метод. Так что не ведитесь, если мой метод кто-то копирует. Это мой метод. Ну вот, начинаем смотреть, нужны ли вы ему. Можно загадать его лицо, его внешность, его энергетику, последние слова, которые он сказал вам, или просто посмотреть видео и ничего не загадывать, все равно точно откроется то, что должно было открыться. Итак, нужны ли вы ему? Его отношение к вам на сегодня, на сегодняшний день. Подснимаю себя, делаю для вас. Итак, ваша сигнификация. Я смотрю только карты в прямом движении, но здесь вышла одна перевернута. Мы ее тоже разберем, конечно. Таким образом, да, кстати, нет, это прямое движение, это же карта повешенной, да, прямое движение, поэтому все в прямом вышло, все в прямом, все правильно. Смотрите, что такое сигнификация от английского слова to signify, или же обозначить, это тоже signature, ваша роспись, да. A significant one, это мы говорим самый важный человек, важный, significant. То есть вы для себя самый важный человек, да, вот по-русски такое слово немножко перевернутая сигнификация, то есть ваше определение на сегодняшний день. Кем вы являетесь, по мнению высших сил. Как высшие силы вас видят? Ну, Солнце и повешенные, два старших аркана. Так что вас видят высшие силы, во-первых, человека, которого высшие силы любят. И у нас ангел Солнца – это архангел Михаил. Так что вы под защитой архангела Михаила. У вас все должно быть просто очень хорошо. Это первое. Второе – это ваш гороскоп, потому что подсолнухи вообще традиционные. Это же знак собственной натальной карты рождения. Так что сейчас по судьбе все с вами происходит. Может быть, вы пережили какие-то страдания, может быть, вы прошли какие-то кармические испытания. Кармические испытания мы обычно получаем по родовым каналам. То есть это не ваши грехи, это можно убрать все ритуально. Может быть, вы сейчас прошли какие-то кармические испытания. Такое солнце яркое, надеюсь, вам видно карты. Но карта Солнца, она указывает на то, что сейчас все прояснится с мужчиной. Вы ему точно нужны, потому что Солнце говорит о том, что вы для него как Солнце. Вот подумайте, например, хмурый день, нет Солнца, как нам всем печально, да? Некоторые люди даже принимают это за депрессию. Просто Солнца нет, плохая погода долго. Когда выходит Солнце, сразу все оживает. Цветы, растения, животные, все движение начинается, энергия. Солнце дает что? Энергию. И
Здесь он хочет вам дать свою энергию. Ну, для некоторых, конечно, может проиграться, что он у вас берет энергию, тоже карта Солнца, да? Но он и дает вам энергию, поскольку здесь мы видим короля жезлов. Король жезлов — это мужчина, который страстно вас любит. Вот сейчас лучше уже. Цвет, хорошо. Мужчина вас любит. Король жезлов — это любящий мужчина. И раз король жезлов вышел рядом с Солнцем, идет речь о том, что он хочет вам дать Солнце. Не взять у вас, а дать вам Солнце. Он вас любит. Обратите внимание, прямые и гибкие лучи. Здесь намек на то, что иногда ему нужно прямо сказать, что вы о нем думаете, а иногда и промолчать. Потому что человек, понимаете, когда он всегда слышит негатив или какую-то критику, от этого лучше не будет он 100%. Да? Такой намек. Ну что ж, повешенный — хорошая карта. Знаете, иногда повешенный может означать, что мужчина вам кажется медленным, медлительным, может быть, он кажется вам нудным, занудой, жадным. Вот это вот все об этом. Но на самом деле, что такое жадный? Просто человек боится за завтрашний день. Часто, да, это не жадный совсем. Ну, а вот повешенный иногда, может быть, он в постели не особо герой, каких показывают по телевизору. Ну, знаете, ведь это все манипуляции, эти фильмы, да? И вам кажется, почему у меня не такой мужчина, не такой горячий, не такой способный, да? В природе такие бывают редко. Почему? Потому что, чтобы вам показать этот элемент постельный в кино на 2 секунды, для этого работают тысячи людей, это стоит $1 миллион. Так что думайте об этом, прежде чем говорить, что ваш мужчина там не может в постели то или другое. Но часто, когда мужчина не может в постели, это часто, ну или не так, как мы хотим, да, говорит о нас, что мы сами собой в разладе. Но это для некоторых девочек проиграется. Кому-то нужно, пожалуйста, получите информацию от карт. И еще хочу напомнить вам, что все, что я говорю не от себя. Мне выходят живые каналы карт, так что это не то, что я там так думаю. Вот девочки иногда путают, говорят, вот ты так думаешь, да, я так не думаю. Я не думаю никак, когда я гадаю, кстати. Это неправильно анализировать или думать, когда вы гадаете, потому что тогда будет ваше личное мнение. Я всегда читаю живые каналы карт. Так, это ваша сигнификация. Еще раз повторюсь, что вы для него Солнце, он страстно вас желает, и он... Вот карта повешенный говорит, что, может быть, он нетерпеливый, но карты показали... кстати, подождите, это же вы, да? Да, это вы. Давайте перефразирую тогда. Но хотя то, что я сказала, касается тоже его, да? Вы для него Солнце, это точно, но касательно повешенного я перефразирую. Да, он может быть медленный в постели, и вы чувствуете, что как будто он не способен доставить вам какое-то блаженство. Вот по повешенному. Вот по мнению высших сил, здесь вы должны пересмотреть свое отношение вот это к нему. То, что я сказала, то имеет место быть. Так, кто он по мнению высших сил? То есть его сигнификация, эти 3 карты. Ну, смотрите, 7 пентаклей. Он, конечно, ждет, поэтому вы его видите как повешенного, это понятно. Он часто ждет чего-то, он не может выразить свою мысль, может туповат, по-вашему, потому что вы быстрая в мыслях и в делах. Он часто нерешительный, он не знает, что выбрать. Может быть, он ведомый, другие люди им руководят. Так, дальше у нас здесь очень важная карта, потому что это карта суд. Вот эта карта суд. Вот этот большой кот, видите, бесподобно совершенно карты. Это архангел Михаил. И здесь его труба, как в Откровении от Иоанна, пробуждает вашего мужчину к жизни. То есть он способный заработать, он способный именно в постели быть настоящим мачо, он способный, он может. Вы знаете, у многих получится, что он раскроется еще. Перевернутая карта, хотя я смотрю только прямые, но я перевернутую тоже прочту, да, обязательно. И эта карта умеренность, но она перевернутая. Давайте ее так посмотрим. Что такое умеренность? Это фокус на главном. Кто он по мнению высших сил? Он умеет держать фокус на главном. Деньги. Рыба — это деньги. И видите, радуга отражается в воде. Важно, очень карты хорошие. Но много в них чего можно увидеть, да, поэтому хорошая. Он способен увидеть позитив. Вы часто видите жизнь в негативном ключе, а он способен увидеть позитив. То есть вы можете у него этому научиться. Вы скажете, да ну, как так может быть?
не все с вами должно резонировать. Где-то какой-то отрывок моих слов с одной стороны, где-то с другой. Тем и хороши общие расклады, что ваше подсознание само решит, что для вас правильно, а что нет. Когда вы заказываете расклад, кстати, у меня заказать нельзя, и меня нет в ТикТок, тогда то же самое происходит, просто не знаете. То же самое. Нужно кое-что вылавливать, а кое-что мимо ушей пропускать. Может, это и не ваша ситуация. Но я хочу одно сказать, у очень многих проиграется по карте умеренность, что мужчина умеет концентрироваться на главном, хоть он так вам и такими не кажется. Так, дальше. Нужны ли вы ему? Вопрос просто четкий, откровенный. Нужны ли вы ему, да? Посмотрим с вашей стороны. Нужны ли вы ему? Вообще, вам эти отношения нужны с позиции высших сил? Так, что я здесь вижу? Влюбленные. Это очень хорошая карта на отношения. Когда выходит, это значит, что вы ему не просто нужны. По вашему мнению, с этим мужчиной можно жить до старости. Потому что есть страсть, есть желание, и вы чувствуете, что вы суждены друг другу. Может быть, вы прошли какие-то кармические испытания все-таки, да? Вполне возможно. Потому что карта Колесница говорит, что между вами что-то все очень быстро развивалось с самого начала. Потом был, может быть, застой повешенный. И вы не поняли, почему судьба так распорядилась. Может быть, кто-то вмешивался. Вот эта карта, да? Двойка жезлов. Может быть, с двух сторон. С вашей родни, с его родни, со стороны его бывших. Какие-то обстоятельства, бытовые, финансовые. Что-то мешало. И вам пришлось обороняться как паре. Или вам одной, потому что это ваша ситуация. Пришлось вам доказывать самой себе, другим людям. Другим людям ничего не докажешь, но тем не менее. Самой себе. И вы четко знаете, что влюбленный старший аркан, колесница старший аркан, будут меняться обстоятельства очень быстро, очень быстро. Нужны ли вы ему? По этому раскладу я вижу «да». И он вам нужен, в принципе, да? Потому что это с вашей стороны. Он, мужчина, вам нужен. Так, нужны ли вы ему с его стороны? Ну, пожалуйста. Верховная жрица, еще один старший аркан. Девятка пентаклей. Нужны ли вы ему? Да, он чувствует, что только с вами он может полностью прожить жизнь на полную катушку, как говорят, с удовольствием, только с вами. Верховная жрица говорит, он восхищается вашей мудростью, вашим умением организовать свою жизнь, вашим умением поддержать в нужную минуту. Вы игрок в команде, знаете, team-player, игрок в команде. И он это знает, и он знает, что другая женщина не сможет так с ним, как вы. Вы его чувствуете. Здесь у нас еще и есть и королева чаш. Так что у него есть страсть. Ну и тут рыбка, видите? Рыбка, вот здесь рыбка. О чем эта рыбка говорит? Это же ведь та же самая рыбка, что и на карте умеренность, да? Мужчина хотел бы вам сейчас именно сказать, что вы его женщина, вы его королева чаш, для которой он хочет зарабатывать и которую он очень уважает. Кстати, если мужчина уважает женщину, а по верховной жрице часто мужчина считает женщину другом тоже, не только в постели там, но тоже другом. Кстати, мы девочки боимся такой, мол, быть, как, ну, знаете, чтобы ему другом показаться, да, но это для мужчины важно, супер важно. Если мужчина вас воспринимает тоже как друга, он никогда с вами не закончит отношения. Потому что для мужчины дружба очень важна, да? Ну, как и для нас, девочек, но у нас по-другому как-то дружба идет. Как-то странно. Мы когда вот одеваемся, наряжаемся, вот осуждение чаще от женщин приходит, а не от мужчин. И так далее. Но это уже отдельная тема. Но я хочу сказать, что он расценивает вас как мудрую и готовую к переменам, потому что верховная жрица, ей покровительствует планета Луна. А Луна — символ перемен и женского света, женского счастья. Так что у вас с этим мужчиной возможно женское счастье. Итак, на сегодняшний день, что вот, если вызовем его на откровенный разговор, что он хочет вам сказать на сегодняшний день? И что вот вам подсознание говорит? Что он хочет вам сказать на сегодняшний день?
Он хотел бы, конечно, уйти от этих сплетен, наговоров, от финансовых, бытовых трудностей. Он знает, что, может быть, это иллюзорно все. По шестерке меча часто это иллюзорный уход. Потому что берега, к которым мы стремимся, часто они какие-то голубые, сделанные как бы из воды, как бы голубые дали, да, иллюзорные дали. Не совсем, когда вы приблизитесь к ним, вы можете увидеть, что это мираж. Он знает, что не так легко уйти. Например, если это родственники, от них не так легко уйти, избавиться, да, это часто бывает мираж. Или же здесь он действительно на сегодняшний день, он как везет такую тяжелую ношу, тянет за собой. И эта ноша может быть его обещание к вам. Он многое наобещал, но хотел показаться рыцарем. Давайте ему это простим. Простим ему то, что он многое наобещал. Ему стыдно, что он не сдержал, и это его гложет. Мечи — это, конечно, проблемы, да? Но второй как? Пентакли — радости, деньги. Чаши — любовь, эмоции. Все очень легко. Жезлы — персональная энергия, да, творческая и так далее. Там, карьера, найти себя, вот это весь поиск, да, тоже страсть, что касается половой вещи. И мечи — это не только мысли. Любая масть может мысль выражать. Да, мечи — это troubles, проблемы. Как у нас вот пиковая масть в игральных картах. Ведь игральная карта — то же самое Таро, надо понимать. Младшие арканы Таро — это и есть игральные карты, да. Поэтому мечи часто выражают не просто мысли, да, мысли у него тяжелые. Ему хочется забыться, может, он употребляет что-то, ему хочется забыться, как алкоголь, например, да, или еще что-то. Но мечи — это часто проблемы, просто проблемы, ему нужно уйти от проблем. А проблемы в том, что он, может быть, вам много наобещал. Может быть, он ведомый, может быть, на нем есть какое-то негативное влияние, это может быть вполне и давно. Это кармическое влияние может быть по шестерке. Шестерка — застойное число, кармическое влияние. Паж жезлов. Вы знаете, ему хочется быть мальчиком. Мальчиком. Например, вот если вы смотрите на этих артистов, да, там даже такие артисты, как мистер Бин, я забыла, как его зовут, Аткинсон, по-моему, Аткинсон, что-то такое, Бельмондо. Ну, любой артист, у которого очень много денег. Вы смотрите его биографию на Википедии, и вы видите, что он был женат 10 раз. Еще 10 других раз просто имел отношения, свежие впечатления, потому что деньги могли это купить, да. То есть любой человек, скорее всего, если бы был смелым, он бы пробовал разные отношения. Мы часто держимся одного, потому что мы боимся быть одним, мы уже вложились в одного мужчину, особенно мы девочки. Понимаете, для мужчин свойственно как бы стремиться больше к свободе. Мы, девочки, должны у них этому научиться, потому что мы часто себя зажимаем в рамки, вот закручиваем гайки сами себе, да. Карта Паж. Паж — это поиск, не то чтобы новых отношений, нет, но свободы. И часто человек, вот даже вот с деньгами там, ну, за артистами легко наблюдать и так далее. У них-то времени на это много, наверное, да, потому что если, например, человек или ученый, или какой-то работяга, ну, у него времени нет на это все. У артиста много времени между съемками. Я не знаю. Девочки, напишите в комментариях, как вы думаете, почему эти артисты вот такое вытворяют обычно, да? Ну, они ложную свободу ищут, да? Паж — это поиск свободы. Паж жезлов — поиск внутренней свободы. И я хочу сказать, что часто они вот ищут других женщин, как бы внутренней свободы, но это не то. Они понимают, что они все равно наедине со своей тюрьмой находятся и не находят даже вот 70 лет, а у него вот 24-летняя, да, вот как у Бельмондо, например. Вчера читала биографию его. В 70 лет он нашел себе 24-летнюю, а там 80 лет еще поменял ее на другую, какую-то тоже накачанную такую яркую женщину. Ну и что? Ну это что же ненормально? Почему? Потому что человек думает, что другой ему даст свободу, а свобода-то она изнутри идет. И если свободы у мужчины нет, у этого нет свободы у него, понимаете, внутренней. Он должен изнутри ее искать. Другие люди не освободят его от чего-то. Это туз пентаклей. Я эти все примеры там про артистов, потому что приходят мне это в канале, да, в канале, который открывается. Так что здесь иносказательно, девочки и мальчики, иносказательно, да. Туз пентаклей, он хотел бы больше денег, он хотел бы, может, новую работу, может, он ищет.
И найдет, кстати, по тузу Пентакли он найдет работу, может, даже в других странах. И, кстати, может, это он работу ищет, у кого-то проиграется. Но он ищет этой свободы. Он думает, деньги дадут свободу. Как я говорю, мы все думаем, что где-то свобода, она связана с другими людьми или с обстоятельствами. Ой, это все... А свобода, она внутренняя, да? Был такой Франкл, такой философ, который в концлагере сказал, что свобода-то она внутренняя, и вы жили те, кто имели внутреннюю свободу. Он сказал, они схватили ваше тело, ну а дух не отдайте им, дух вашего. В общем, такая вещь. Мужчина не свободен в своем духе. Он хотел бы возрождения, все-таки карта суд говорит, что он хотел бы возродиться к жизни, энергию получить. Скорее всего, он ведомый. Вот, скорее всего, у него есть, на нем есть магическое воздействие. Смотрите, здесь и туз чаш, и туз пентаклей. Он хотел бы с вами, как бы вас взять в охапку и на каком-то необитаемом острове, на который бы он купил за свои деньги заработанные, или еще какие-то, он хотел бы с вами начинать новую жизнь. Вот ему не хватает этой свободы. Часто люди, которые не могут освободиться от какого-то гнета, они выпивают. У некоторых проиграется, что мужчина выпивает. Или же алкоголик, или еще что-то такое. Итак, а нужен ли он вам на сегодняшний день? Это вопрос такой, да? Девятка чаш. Вот смотрите, комфорт такой, да? Это карта комфорта, это карта исполнения желаний, девятка чаш. Понимаете, вы хотели бы, чтобы комфортнее было с этим человеком. Вы с ним постоянно на взводе. Потому что, может, его родня мешает. Ваши, видите, слева и справа, а вы посередине. Что-то, какие-то помехи идут. Вы хотели бы, чтобы не было помех. Карта влюбленная. Вы хотели бы вот тоже этого, извините, необитаемого острова. Вы тоже хотели бы иметь с ним необитаемый остров. Хотели бы. Но, что здесь? У нас здесь рыцарь Пентаклей. Здесь два варианта возможны. Либо он у вас на шее сидит, да, свесил ножки, и вы всю домашнюю работу взяли на себя, а у вас тоже работа есть еще и на предприятии где-то. Или его родня свесила ножки и командует вами, да. Здесь такое возможно. Или же вы мужчину не понимаете, он для вас вот такой козел. Туповатый. И я говорю, для многих девочек здесь проиграется, что вы считаете его туповатым по карте повешенной рядом с Солнцем. Понимаете, что вы считаете, что он сам вот не ведает, что делает, и он ведомый, и вполне возможно, что мужчина такой и есть, потому что у многих проиграется, на нем магическое воздействие есть. Но здесь по рыцарю Пентаклей или на нем едут родственники, или его бывшие дети. Ну, бывшими детьми не бывают, но вы поняли меня. Может, мама на нем едет. Может быть, у него здоровье никуда не годится, а он какой-то вот не видит ничего, смотрит только в землю. Вот как, знаете, вот этого разряда животные смотрят в землю и не видят вообще света белого. И вы вот этот, как вы черный кот этот. Черный кот — это человек очень умный, острый ум. Вы ему хотите объяснить, что посмотри вокруг, не доверяй всем, делай свои выводы. Вы хотите ему это объяснить, а он не слышит вас. И вы знаете, что у вас есть к нему чувства, во-первых, да, по девятке чаш. Вы знаете, что вы можете очень многое как пара. Если бы только он больше был, вот как я говорю, игрок в команде с вами, то есть team player. Он, скорее всего, не team player. Он свесил ножки. Тройка чаш — хорошая карта. Кстати, если у вас день рождения или у ваших близких, поздравляю от души. Это часто карта день рождения. Но что я могу сказать, нужен ли он вам? Да, нужен. Да, нужен. Ну, конечно, рыцарь Пентаклей, здесь карта спорная. Именно в этих картах она говорит, что здесь есть какое-то неравноправие в ваших отношениях. Или с вашей стороны, или с его стороны. Какое-то неравноправие, конечно, есть. Смотрим дальше ваше будущее с ним. Итак, это с вашей стороны, а это с его стороны. Это мы будущее рассматриваем, да? Мы уже определились, насколько он нужен вам, насколько вы нужны ему. Там было много чего сказано, важного и четкого.
Теперь мы посмотрим, что касается будущего. Просто какое будет будущее. Вот такие вопросы, да. Итак, я, конечно, сказала, смотрю только прямые, да. Но смотрите, вот эта карта справедливость. Но что она вышла перевернутая? Я уже говорила об этом. Другие карты показали то же самое. У вас есть перекосы в отношениях. Либо он себя плохо ведет, либо вы, знаете, хотите не того, чего он вам дает. У вас нет взаимного понимания, скорее всего. Карта справедливость говорит, что нужно все взвесить, и чтобы было, ну, как в хорошем бизнесе, знаете. Время, деньги, говорят, или, ну, денежные, товарно-денежные отношения. Вы скажете, ну, почему я такая меркантильная? Я не меркантильная. Это Венера, можно сказать, меркантильная, да, потому что Венера отвечает за отношения и за дела, и за деньги. Почему? Там собака зарыта. Если вы хотите в паре, чтобы было все хорошо, это как в хорошем бизнесе. Ты мне, я тебе. 50% он, 50% вы. Вот это по справедливости было бы. Но он пока еще этого не понимает. Это с его стороны. Он должен научиться не только брать, но и давать в отношения, вкладываться. 8 пентаклей очень хорошая карта. С его стороны в будущем он может быть богат. Кстати, этот человек. Очень у многих, кстати, проиграется, что он, наконец, выйдет на прямую дорогу заработка. Перевернутая вышла, но я тоже буду смотреть ее прямой. Это карта смерть. Что такое смерть? Возрождение. Похоже на карту суд. Но здесь понимаете, что такое смерть? Это вот забудьте то, что было больно. Ему нужно забыть то, что было больно. Может быть, у него в детстве были проблемы, может, родители не любили. Может быть, у него много кармы он унаследовал. Ему нужно забыть то, что было плохо, то, что нерешаемо, оставить там, где оно есть. И пытаться, не пытаться решить нерешаемое. Это только вводит его в ступор. Он может такой обладать чертой, как кататония. Есть эта черта психологическая, имеется в виду застыл. Как в тупике себя нашел, не знает, как дальше быть. Да? И карта смерть говорит просто: вообще не копайся в том, что было. Ничего нельзя сделать. Не было еще человека, который мог бы пойти в прошлое. Так что, вот. Может, работу у него прошлое обидели, его уволили. Или же там у него в семье что-то было. Может, в прошлой жизни, с прошлой женщиной другой. Но какая-то была связанная вещь за деньги. Деньги играли большую роль. И он не может как бы переступить через это. Вот будущее показало, что он или найдет лучшую работу. Вот эта карта хорошая. 8 пентаклей вообще карта баланса и финансового, и бытового. А справедливость говорит, что ему придется вкладываться в отношения точно столько, сколько вкладываетесь вы. Только тогда между вами будет все нормально. Он должен это понять. Ваше будущее с ним. Итак, средняя карта, мы от средней считаем в данном случае, это 4 меча. Выжидать, нужно выждать. Это карта ожидания, да. Вы скажете, я не люблю ожидать. Ожидать ни в коем случае пассивно нельзя. В смысле, вот вы дали ему почву для размышления, вы дали ему установки, вы сказали ему, как вы видите, и дайте ему переварить это все время. А вам трудно ждать. Потому что вы сама быстрый человек, вы думаете быстро, решаете быстро, потому что колесница с вашей стороны. Колесница Солнца, очень быстрые карты с вашей стороны, да, умные, быстрые, яркие. Вы не привыкли ждать, но вам нужно теперь выждать, пока он переварит ту информацию, которую вы ему дали. Но пока вы ждете, делайте другие дела, да. Итак, это перевернутая, но 4 чаш, она говорит, что у вас может быть еще один мужчина. Перевернутый о том, что вы этого не видите сейчас. Может, кто-то за вами следит, кто-то хочет познакомиться. У вас может быть еще один мужчина, еще одни отношения могут быть. Кто-то за вами следит. Вы будете выбирать. Вы будете выбирать. 7 меча в перевернутом плане, она говорит, что вы не видите врагов, вы не видите, кто враги. Многие друзья прикидываются, они вас просто не любят и завидуют, и хотят вам вреда. Они радуются, когда у вас плохо. Вы часто не видите, и вы общаетесь с людьми для вас вредными, вредоносными, людьми, которые пользуются вами. Вот видите как, да? Потому что знают, что вы яркая, способная и хотят вами воспользоваться. Так что вот,
Я сейчас просуммирую обязательно. И здесь однозначно, что будущее возможно. Понимаете? Вы прошли с ним многое, вы вложились, вы ему сказали все, высказали. Будущее возможно. Может быть, у кого-то это дальняя дорога, у кого-то это короткая дорога. Но с мужчиной может быть будущее. Вы уже прошли слезы, печали, огорчения, вот эти мечи все, вы уже все это прошли. У мужчины может быть зависимость, как я говорю, да? Мужчина может наконец прозреть и удивиться, почему он раньше не прозрел. Вот такая вещь. Кстати, у мужчины может быть какая-то болезнь здесь, потому что мужчины это могут показать. Застарелая шестерка меча показывает часто это ментальная, ну не то чтобы болезнь, но какая-то ментальная проблема. Он себя странно может вести, потому что он, ну как какое-то болезненное восприятие жизни, что ли. Может быть, несчастная любовь в прошлых жизнях, кармическая, другими словами, зря, да? Не переживайте, вы зря переживаете. Потому что, может быть, была досада, может, с его стороны была злость, может быть, у кого-то была ревность даже. Или есть враги. Есть какие-то враги, которые могли делать магию. Но я вижу, что будет прорыв, все будет налаживаться, и даже у некоторых у вас может быть еще кто-то. Вам может судьба даст еще одного человека, а вы еще будете решать, вы еще будете выбирать. У него в мыслях тревога, он мучается. Что-то препятствует, что-то мешает его планам. Что-то для него очень важно. Спросите у него, что для него важно. Потому что он хочет поговорить. Он хочет как бы выразить свою тоску, печаль. Понимаете? Выразить свою тоску, печаль. Но он свяжется с вами. Если вы с ним давно не связывались, мужчина выйдет на связь, свяжется с вами. Потому что его интересы, его чаяния, его надежды, они о вас. Он часто, когда разговаривает сам с собой, как будто он говорит с вами. То есть это мне намекает на то, что вы для него очень важный человек. Но Верховная Жрица, вы для него важный очень человек. Такой расклад, мои уважаемые. Я знаю точно, что у вас все получится, вы будете счастливы. А еще я знаю, что мы с вами скоро очень обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока.